Два исправных, заряженных, опробованных фонаря. К сожалению, у нас карты нет. Минутная мина. Свидетели тех ужасных событий. Несчастная яхта. Вот от нее только мачта торчит. Че, пацаны, по баблу нормально выходит? Здорово, путешественники. Давно мы с вами не лазили под землю. Сегодня будут особенные каменоломни. Каменоломни с большой историей. Про историю каменоломен очень мало информации. Известно, что с 1830-х годов в Аджимушкае добывался камень для строительства. Использовались как открытые карьеры, так и закрытые шахты. Это привело к созданию и последующему расширению сети тоннелей, известных как Большая и Малая Аджимушкайские каменоломни. Находясь очень рядом и занимая огромную площадь, эти системы никак не связаны друг с другом, но широкую известность они получили лишь в годы Великой Отечественной войны. Весной 1942 года Красная Армия отступала с Крымского полуострова. Эвакуация происходила из Керчи в Тамань на судах, баржах, как могли. Однако 16 мая силы Красной Армии, которые прикрывали отступление своих товарищей, оказались окружены и отрезаны от своих. Не имея возможности давать отпор немецко-фашистским захватчикам на земле, солдаты, командиры спустились в старые каменоломни. Огромные две системы аджимушкайских каменоломен, малая и большая, и обороняли каждую пять своей земли там. Сложно сказать, насколько это было оправдано с точки зрения стратегии, однако люди боролись за каждую пять своей земли. Происходило это все около 170 суток. Немцы били как могли. Массовые газовые атаки, подрывали снарядами, фугасами, отравляли колодцы, которые наши солдаты копали под землей. Тоже выслушивали. Тех, кто выбегал за водой, нещадно расстреливали. Страшное было дело, но основное, что убивало солдат, это был голод. Ели лошадей, ели кожаные части своих же сапог. Все это безумие продолжалось 170 суток. Сейчас в каменоломнях сделан музей. Там интересная экспозиция. Снимать там запрещено. Из уважения к музейщикам мы эти съемки проводить и не будем. Очень рекомендую вам посетить самостоятельно. Там подробно расскажут все, как оно было. Расскажут и, что самое важное, покажут. Ветер, конечно, жуткий. Возвели вот такой монумент. Чем-то перекликается с Брестской крепостью. По символизму, по атмосфере, по размаху. И вот там за группой туристов вход в каменоломни. Водят экскурсии и очень интересные. Повторяюсь, рекомендую. Но у нас с вами, как всегда, свой особый путь. И не попав на эту экскурсию, мы попадем на свою. Поскольку здесь две системы каменоломен. И мы пойдем в ту, куда не входят экскурсионные группы, куда не проведут вас гиды, куда можно пройти только самостоятельно. Что, кстати, многие делают, поэтому та система считается достаточно безопасной, там сложно заблудиться, но там будет тоже очень интересно. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте увиденное. Мне интересно ваше мнение. А мы пойдем в аджимушкайские каменоломни. Ребят, мы здесь едем. Это тоже каменоломни, обрушенные, к сожалению, каменоломни. Посмотрите, как близко вход в каменоломни и колодец с водой. Вон еще ближе вход. Представляете, как это было так близко и так далеко. А здесь на пригорке сидели немцы. И кто выходил за живительной влагой, тех расстреливали. Представляете? Вот вы там умираете от жажды. Влага вот тут она, во. На вас снимут. Отбросьте вот эти все патриотические мысли о том, какой это был подвиг, какой это был героизм. Чтобы понять, что происходило, на людей посмотрите. И представьте, что чувствовали они, что они проживали. Вот тогда, я считаю, и раскрывается весь происходящего. А еще немцы, зная о существовании колодцев, подобных этому, сбрасывали в них тела мертвых бойцов и отравляли воду.
И даже последние колодцы становились непригодны для использования. Спустившись в каменоломню неподалеку от входа в колодец, можно увидеть, почему поиск бойцов порой представляет из себя очень сложную задачу. Обвалы запечатывают на многие года те события, и чтобы это все раскопать, представляете, сколько нужно человека, часов, усилий, времени. Да, потихоньку раскапывают, но время берет свое, что-то оно запечатывает, а что-то так и останется погребено навеки. Ребзя, у нас тут опять все идет не по плану. Как-то мы рассчитывали приехать, и здесь будет как в позапрошлом году. Никого. Ну, там, может, какие-то камни, может, какие-то там гвозди валяются у места парковок. А тут что-то прям целый палаточный лагерь. Давайте поинтересуемся. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что здесь происходит? Мы как-то не ожидали увидеть здесь большое скопление людей. Экспедиция Аджимушкай ежегодная происходит. Ребят, мы приехали и попали в экспедицию Аджимушкай. Ну, давайте сходим, по крайней мере, шансов потеряться у нас вообще стремятся к нулю. И посмотрим, возможно, пообщаемся с людьми, что они нам расскажут. Как видите, раскопки проводятся до сих пор. Итак, что мы возьмем с собой? На случай, если мы заплутаем и останемся намного дольше, чем планируем, берем 2 доширака. Горелки не берем, потому что мы планируем вернуться быстро. И дошираками мы будем пользоваться только в случае, если задержимся там намного дольше против своей воли. 2 исправных, заряженных, опробованных фонаря. Обязательно 2 источника света должно быть, когда идете под землю. Один отказывает, все, сразу возвращаемся в сторону выхода. В идеале, конечно, 3, но мы идем совсем не глубоко и ненадолго, поэтому 2 нам будет достаточно. На случай запланированного перекуса пару бананов и бутылку с водой. Я слышал, там очень много водокапов, поэтому пару емкостей я беру для ключевой подземной воды. Мы прошли через территорию лагеря и идем в один из центральных входов. Вот это обрушившийся потолок. Мы идем, по сути, в когда-то бывшей выработке. Вон, видите, здесь проход есть, здесь камень везде обтесан. Когда-то был большой потолок, и он рухнул. А вот и вход. Сейчас поговорим с ребятами из экспедиции, скажем, что мы желаем пройти, вот, чтобы мы никому не помешались, чтобы знали, что здесь кто-то еще есть. Вот такой мощный вход. Кстати, очень классная тема поставить палатку вот у входа в каменоломню. Под землей температура постоянная, в районе плюс 7 градусов. И даже в самый жаркий летний день можно наслаждаться прохладой. А вот, друзья, такой стол в экспедиции используется для обедов, завтраков, совместная трапеза. Вон это флаги поисковых отрядов. Как видим, здесь целая комьюнити. Самарский гау, Лотос. Это. Даже есть схема каменоломен. Посмотрите. Организация максимально серьезная. И, честно говоря, я очень рад, что мы попали. И видим, насколько здесь все живое. Насколько здесь все интересное. Даже управление Минобороны. Братцы, нам очень повезло. Нас согласились проводить и устроить небольшую экскурсию, небольшой рассказ. Каменоломни, как вы видите, огромные. Выработки проводились масштабные. Вон следы обработки тес камня. Идти везде можно в полный рост. Да даже и в 2 полных роста. Кстати, друзья, а вот мы видим какие-то... вот это, господа, на мой взгляд, изоляторы крепления проводов, когда проводили освещение, когда здесь и укрывались наши солдаты. Это, друзья, водокап, то, что я и говорил. Здесь их должно быть очень много. Капли воды, фильтрованные почвой, попадают в этот специально установленный сосуд. Вода ключевая. Вот посмотрите, видите, потолок весь аж сияет, как звездное небо. Это все влага, чистейшая и вкуснейшая. Мы попросим нашу Викторию пригубить немножечко. Вишенка, давай. Она вообще-то, да, тяжелая. В этом вся и фишка. Нет.
Никакой помощи, никакой поддержки. Ну как? Тяжело, но вкусно. И ее используем, когда выходим на работу. Вот. Почему? Потому что она холодная, вкусная. И когда мы работаем, тем более на поверхности, очень жаркая, она очень утоляет жажду. Да, конечно, бодрит. Ну вот емкости. Мы вот так это расставляем для того, чтобы было нам удобно. Мы уже маршрут прокладываем себе, знаем, где они стоят, и по пути ходим, просто большие емкости переливаем. Чтобы с собой лишнего не таскать, и жажду конечно. всегда можно было утолить. Ищем пол основания на топтыш. Это на топтыш, например, того года, когда была Великая Отечественная война, 42-го года. И остатки камней выкладываем вот в такие бытовки. А, то есть бут это ваших рук дело? Да, это пусковиков. Ага. И то, что вот находится, это все выкладывается, ну и описывается. То есть это непосредственно с тех времен. Свидетели тех ужасных событий. А вот это интересно, это конская? Да, это не человеческое. Здесь после войны, конечно, солдат выносили большинство. Ну, конечно, бывало то, что завалы падали, обрушения немцы делали авиабомбами. Свод разрушивали, и люди погребали. Но это очень тяжелые плиты, их приходится ломать, пилить, и, конечно, останки достаем. А скажите, пожалуйста, приблизительно сколько человек здесь захоронено было? Сколько здесь погибло душ? Много. Кто-то говорит 10, кто-то 12 тысяч человек. Конечно, цифры огромные. Цифры огромные. То есть даже приблизительно сказать сложно. Тут и мирных жителей никто не читал. Ну и военнослужащих. Это приблизительно где-то, может, 1013. Вот, тут такого это тоже, ну, это местные дети, понятно, что. Мгм. И здесь, соответственно, проводится выработка. С крыши пола просеивают камни и достают свидетелей былых времен. Все потом под подробную опись. Так люди и работают. 68-я у меня экспедиция, вообще в общем. Ого. А в Аджимушкае я 9-й раз. Не знаю, ну, я не могу, мне вот нужно Потребность. это нужно доделать до конца. Вот. Ну, тоже, например. Вот, например, это пробка от минометной мины. Это глушилка. Потом ее раскручивают, вставляют детонатор, и она становится боевой. Ремень красноармейца. Вот. И хлорница немецкая, которые хлорировали воду, но оказалось, когда пришли на нашу территорию Советского Союза, хлорницы были не нужны. Потому что у нас реки, ручьи были чистые. А вот, друзья, мы доходим до братской могилы воинам, павшим в этой системе. Так она организована, сложена. Камень забутован, лампада, фляжка, их каски. А это, друзья, как нам рассказывали еще на официальной экскурсии, это в память о детях, мирных жителей, которые здесь погибли. Дело в том, что в каменоломнях укрывались не только советские воины, но и мирные жители здесь, до Керчи рукой подать. Над нами поселок, жилые дома. Когда пришел враг, прятаться было некуда, поэтому люди массово спускались вот сюда, в каменоломни. Зачастую далеко не заходили, и поэтому авиабомбы, которыми обрабатывали сверху площадь над каменоломнями, образовывала завалы, где многих детишек и не стало, вместе с их семьями, мамами, бабушками, сестрами. Вот в такой вот ямке это все и хранится. Зачастую человек, уже уставший от голода, не мог нести вахту стоя, даже командование разрешало сидеть на вахте. Ну, многие моргнули и не открыли глаза. Все, сил нет,
жизнь уходила из людей. Они здесь, покрывались таким, как налетом, были похожи, как куклы игрушечные. Как рассказывали, конечно, жуткое зрелище. Ну и вот так вот в таком углу люди и засыпали навек. В каменоломнях также бывают места обрушений. Часть земли отслаивается, и под своим весом плита падает, образуя вот такие завалы. Вот здесь тоже я стою в полный рост, а чуть дальше необходимо уже нагибаться, потому что выработка здесь заканчивалась, и потолок становится ниже отметки 43. К сожалению, у нас карты нет, и сложно сказать, где мы конкретно находимся. Но здесь вот и пленка от аудиокассеты, и нитки. Здесь есть ориентиры на выход. Поэтому потеряться очень проблемно, учитывая, что мы здесь не одни. Тем более мы по нитке. Вот тоже усталый путник может присесть, перекусить. Оградка, столик каменный. И здесь тоже рудименты тех лет. Ремешки, подошвы. Жалко, что мы застали эту экспедицию в последний ее день. Я думаю, мы бы присоединились и денек-другой бы здесь провели. Посмотрели бы, как люди работают, посмотрели бы, что они находят. Как говорится, на том спасибо. Кто знает, может, в следующем году мы к ним присоединимся. А пока мы поедем и познакомимся с одним очень интересным человеком. Человеком, который очень многое в своей жизни положил на то, чтобы добраться в эти каменоломни. С каменоломнями связана еще одна интересная история. Жил да был в Уфе парень, всю жизнь влюбленный в море. Но в Уфе же нет моря, скажете вы, и будете совершенно правы. Свою любовь Александр Маликов повстречал на срочной службе на флоте в Петропавловске-Камчатском в качестве судокорпусника-ремонтника. И вот на гражданке, пока здоровье позволяло, мужчина работал водолазом на спасательной станции в родной Уфе. Ходил по суше, а грезил о море. Когда у Александра не стало мамы, то почти всю сумму, полученную за долю в родительской двушке, он потратил на яхту, которую присмотрел в Саратове. Мужчина хотел назвать судно Марией в честь мамы, но все же оставил прежнее имя – Пенелопа. Была и заветная цель – увидеть своими глазами те самые аджимушкайские каменоломни. Узнав о намерении Александра посетить город-герой Керчь и ее легендарную подземную крепость, в Уфе ему передали знамя бессмертного полка, чтобы оно побывало в аджимушкайских каменоломнях. Большую поддержку оказали и донские казаки. Тоже пожелали, чтобы флаг донского казачества посетил легендарный керченский форпост. И вот 28 мая 2019 года Александр отчалил из Уфы. Навигационного оборудования не было, поэтому он шел по автомобильному навигатору, на свой страх и риск, без эхолота, не зная, где бы мог наткнуться на мель. Почти 2 месяца и 2200 километров занял путь в Керчь. Сразу по прибытии, сменив яхту на велосипед, Александр отправился к заветной цели. Развернутые им в каменоломнях флаги по почте отправились обратно и стали большими реликвиями. А у Александра началась черная полоса. После отправки флагов прекратилось финансирование. Двигатель яхты вышел из строя и требовал дорогостоящего ремонта. Пришлось задержаться в Керчи. Была идея продать яхту и купить маленький домик, но яхта затонула у пристани. В первый раз. Сейчас Александр устроился охранником-швартовщиком на пирс. Живет в вагончике со всеми удобствами, вплотную к морю. Однако яхта снова легла на дно. Привет! Здравствуйте. Добрались. Хорошо. Это к чаю. Ой, спасибо. Полакомиться. Прям неплохо. Прям дом на колесах, по сути. Но они так и есть, они и выпускают дома на колесах.
Ага. Это вот здесь, как он сделан, как бы офис сделан. Мгм. Вот человек, который жил, он здесь вот душевую кабину сделал, а тут была раньше печка. Ага. Вот. Ну да, здесь печь не так актуальна. Вот. А вообще другие вагончики, они вот так разделенные, значит, здесь кухня идет посередине, вот как печка, кухня. Мгм. Вот. Там четырехместные кровати, как в поезде. Мгм, мгм. И здесь также было. Ну, в смысле, в других вагонах. Так что 8 спальных мест. Неплохо, получается. неплохо, свежо. А здесь Теплоизоляция, видать, хорошая. Ну да. Не пропекает. Да. Все тут есть. Плитка электрическая, кран с водой, там Да, спальня. вот яхта утонула, это самое, там пропан был, надо было достать, я все тянул, дотянулся. Мгм. А как с яхтой-то дальше быть? Поднимать ее как? Ой, сейчас многие говорят, что ее поднимать, конечно, надо, но в том плане, что вряд ли что-то для ремонта что останется. Уже за столько времени, даже, вот, как говорится, 1,5 месяца прошло, хоть кажется мало, но в воде все это быстро гниет. Вода же Морская- соленая, да, она все это морская убивает, вода, да. разъедает. Поэтому только хотя бы вытащить, чтобы водоем не захламлять. И Мгм, всё. мгм. Больше никак. Понятно. Но с другой стороны, ее можно на чермет сдать, она же там весит, Ну да, наверное, это самое. прилично. Там вот что, ну, в основном там свинец, киль. Мгм. Киль. Мгм. Ну, мачта, может кому-то еще может понадобиться продать. Вот так. Мгм. Много вещей хороших пропало, можно сказать. Жалко. А из-за чего она затонула? Если бы я знал, блин, а. Там непонятно, там может по швам что-то пошло. Может старый Пробоина, какой-нибудь гниль где-то какая. ослабло, да. Ну, не знаю, потому что утонула, буквально, как говорится, день, может, тонула, никто не замечал, как она оседает. Пришли вечером, она уже булькала. Вот. Так что Очень жаль. я просто стал у входа. Туда внутрь тоже я уже не стал спускаться, как говорится. Вот. Почему? Просто девушку попросила, она мне на видео сняла, что я там с флагами, и все. Я четко. А, вы их не заносили туда. А внутрь нет. не ходил. А что вообще была за идея с флагами? Это бессмертный полк был. Ага. Акция «Бессмертный полк». Мне, можно сказать, спецрейсом этот флаг с Москвы в Уфу доставили, а Мгм. потом я этот флаг уже повез и сам. Уже на яхте. Да. А яхту вы как? Вы жилье вроде свое продали, чтобы ее Ну купить? там вот это наследство мамина, скажем так, квартиру с сестрой делили. Ага. Я взял деньгами и купил яхту, а квартиру и сестре. Мгм, мгм. Ну и как вот вы оказались здесь, в Керчи? Флаги отвезли, я так понял, уже мало кому были интересны. Ну, да, посылку отправил. Донские казаки еще по дороге, Пятиморские. Ага. Не Пятигорские, они, Егор тут путают. Вот. Они узнали, что я тоже так везу флаг такой. Они говорят, наш флаг тоже отвези туда, а то наши прадеды как тоже воевали, а там Мгм. не были как бы. Может даже и были, но, говорит, ну, Знак солидарности. да, флага нету. И они мне весь дом вели, я их флаг отвез, они мне весь дом продукты, топливо помогали. Мгм, мгм, мгм. Тут последний город был в этом самом в Ростове-на-Дону там, а уже этот самый Азов я проскочил. Мгм. Как-то надо было остановиться, конечно, но нет. А потом, когда сюда пришел, тут эти самые, куда девать тот флаг, который из Москвы? Отправить обратно, мне говорят, да вроде как не надо, оставь себе. Вот. А тут ребята приехали тоже на большой яхте, я с ними там помогал им все делать. Я говорю, мол, а у них там что-то как бы тоже детский клуб моряков. Мгм. Я говорю, вот заберите себе этот флаг. Тут там как бы отмечено, чтобы побывал сам на Джимушка, если такое, автографы стоят. Мгм. Вот они и себе его туда забрали. Понятно. А дальше как проблемы начались, я как понял. Да что-то Статьи потом в никуда- газетах читал. Да, потом что-то не захотел никуда идти, во-первых. Что-то город понравился, раз уж я сам пришел сюда. Хоть заявка была до Севастополя, там еще хотеть самое. А потом, знаешь, какие-то вот, ну, просто вот кто-то как будто держит, а потом по прогнозу смотришь, там шторма, ураганы, все такое, как будто что-то меня здесь притормаживало. Мгм. И решили осесть. Да, немножко. А потом, что-то, в 19-м пришел, в 20-м начал чистить. Видать, старую заклепку где-то сорвал, Мгм. заплатку, потекла. Федерация парусного спорта Крыма, которая я сюда пришел, они мне дали благодарность, грамоту дружбы народов Башкирии и Крыма
И они мне помогли яхту на берег выдернуть. Хотя в статье, да, писали, якобы утонула и якобы подняли. У меня есть статья, где-то еще фотографии есть. Вот, это там. Она просто течь дала и как бы Да, еще и она- не села. Нет, ничего, просто успевал выкачивать. Для меня это была ерунда. А хотя другие говорят, о, там 200 литров за ночь, это же много. Да какой, из-под поил не появляется даже, нормально, не видно ее, как бы. Я как бы не очень-то беспокоился об этом. Вот. Ну и начал чистить, 24 дырки мелких нашел. По швам где-то там. Это охранник, и принимаю корабли и распускаю, как говорится, их сам отпускаю. В общем, решили здесь и осесть. Да, так вот остался. Думал найти себе здесь семью, но женщины моего возраста, они все живут для внуков, им уже не нужно никто, ни мужчин. А помоложе Не хотят. Меня не хотят, да. Понятно. Собственно, здесь несчастная яхта. Вот от нее только мачта торчит. Бедолага утонула. Пацаны ловят мидий. Вот, к сожалению, она как-то вот так вот сейчас и выглядит. Пришвартована. Вот на 3 растяжках, и как она была, Пенелопа. Пенелопа. Эх, Ушла домой Пенелопа. да. Очень жаль. Да, было здорово. Такие шторма, все, ничего не потеряли во время шторма. Столько штормов мы с ней пережили, на стольких водохранилищах, Азов. А здесь вдруг на тебе непонятно от чего. Поднять и посмотреть. Видимо, время пришло. Ракета на подводных крыльях. А, это на подводных крыльях? Да, ракета. А она одна такая, я так понял. Ну, здесь одна, может быть, где-то была еще, но это строилось, наверное, еще не достроилось. А, не достроили, понятно. Поэтому я тоже в 2019 году, когда ее увидел, такое впечатление, как из «Звездных войн», какой-нибудь космический корабль. Да, 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 очень футуристично Я выглядит. даже видео снял и сказал, такое впечатление, что это космический корабль. Пацаны на промысле добывают мидий. Че, пацаны, по баблу нормально выходят? На покушать? Хорошо. Вот такой, по сути, дом на колесах. Полы с подогревом, печка, душ, все, что хочешь. Рабочий кабинет, кухонная зона, для отдыха спальня с большой кроватью. Так что все эти наши маленькие автобусы, это все ерунда. Вот. Мощь. Когда Да, был хорошо жить рядом с масочный пляжем. режим, я маски не носил. Я был у моря, я дышал. Вид на Крымский мост. Туда вот возьми и не подгрызи. Лучше не лезь. И понесла. Ну, можно сказать, что жизнь удалась. Первая линия у моря. А так, семья, ну, может еще и будет что-то, а не будет, значит. Ну, спасибо большое и за чай, и за прием, и за историю. Всегда рад. Да, друзьям. всего доброго. Да, Будем всё. тогда на связи. Да, Успехов вам Будьте и радости. здоровы. Спасибо. Живи в порядке. До свидания. Взаимно. До свидания. До свидания.